На китайский рынок вышел новый подзаряжаемый гибридный кроссовер VX CDM, флагман бренда Exit, который принадлежит Chery. Ранее модель VX продавалась в Китае только с бензиновым двигателем, и вот теперь к ней добавилась гибридная версия. Причем кроссовер доступен в 4 комплектациях – 2 с 6-местным и 2 с 7-местным салоном. Что касается мощности, то тут Exit не подвел. Суммарная мощность силовой установки достигает 619 сил. Для гибрида это серьезная цифра, которая обещает отличные динамические характеристики и экономию топлива. Продажа гибрида стартовала после предварительных заказов, которые начались в феврале, и тут покупателей ждал приятный сюрприз. Реальные цены оказались ниже тех, что озвучивали ранее. VX CDM можно заказать от 28 700, а за максимальную версию придется отдать около $32 000. Для флагманского гибрида с такой мощностью вполне конкурентоспособная цена. Exit VX, который переживает уже второй рестайлинг за 5 лет, если в прошлом обновлении основной акцент был на интерьере, то на этот раз инженеры и дизайнеры сосредоточились на внешности и технических улучшениях. Начнем с того, что кроссовер получил полностью переработанную корму. Это не просто косметика. Новая задняя часть автомобиля выглядит свежее и стильнее. Изменения коснулись бампера, багажной двери, а также того, где расположен номерной знак, теперь он находится ниже. Задние фонари тоже претерпели трансформацию, теперь они состоят из вертикальных и горизонтальных блоков, создавая более технологичный и запоминающийся вид. А вот переднюю часть не тронули. Крупная решетка радиатора с горизонтальными планками по-прежнему выделяет VX на дороге и сохраняет его фирменное лицо. Кроме того, новый дизайн дисков дополняет общую эволюцию внешности. В общем, гибридный Exit VX стал не только более привлекательным, но и более современным, сохраняя при этом свой стиль и индивидуальность. Новенький кроссовер подрос. Теперь его длина на 40 мм больше, и он перешагнул отметку в 5 метров, достигнув 5010 мм. Высота также слегка увеличилась, добавив 8 мм, и теперь составляет 1800 мм. Ширина и колесная база остались на прежнем уровне – 1940 и 2900 мм соответственно. Что касается дорожного просвета, то его оставили на уровне 200 мм. Правда, снаряженная масса выросла на целых 300 килограммов, и теперь автомобиль весит 2280 килограммов. Второй рестайлинг подзаряжаемого гибрида, который наконец-то пришел в серийное производство. Версия, о которой говорили еще в 2023 году, теперь доступна для покупателей исключительно с полным приводом. Силовая установка CDM параллельно последовательно работающая, как у большинства гибридов Chery. Под капотом скрывает не только 1,5-литровый турбомотор на 156 сил и 220 ньютон-метра крутящего момента, но и трехступенчатую автоматическую коробку передач DHT. Этот мотор может и колеса крутить, и работать как генератор. Но вот основной драйв дают два электромотора. Передней мощностью 224 силы и 390 ньютон-метра, а задней 238 сил и 310 ньютон-метра. Все вместе выдает суммарные 619 сил и 920 ньютон-метра. Хотя на практике эти показатели недостижимы, потому что электромоторы и ДВС работают в разных режимах. В машине установлен аккумулятор от Kettle с емкостью 34,5 кВт-часа, который позволяет ехать на чистом электричестве до 180 км по китайскому стандарту. А если нужно больше, полный запас хода с 70-литровым бензобаком и заряженной батареей составляет 1300 км. Он оснащен системой рекуперации энергии. Во время торможения и замедления автомобиль забирает часть энергии, которая обычно теряется, и возвращает ее обратно в аккумулятор. Разгон до 100 км в час всего 5 секунд, а максимальная скорость – 180 км в час. И несмотря на такие мощные показатели, расход топлива составляет 6,9 литра на 100 км, что значительно меньше, чем у дорестайлинговой версии с расходом 9 литров. В общем, это гибрид, который не только экологичный, но и очень бодро едет. Производитель заявляет,
что на станциях быстрой зарядки батарея заряжается с 30 до 80% за 22 минуты. А вот если подключить его к домашней розетке, то на полную зарядку с 10 до 100% вам понадобится около 5 часов. В итоге можно спокойно использовать этот большой семейный кроссовер как обычный электрокар на каждый день. Спереди у кроссовера независимая подвеска Макферсон, задняя, многорычажная, с рычагами из алюминиевого сплава. Это не только делает ее легче, но и значительно повышает прочность. А если говорить про комфорт, то здесь на помощь приходят электромагнитные амортизаторы с переменным демпфированием CDC. Внутри кроссовера остался выбор между 6- и 7-местными вариантами, а это значит, что каждый сможет найти что-то для себя. Хотя изменений не так много, главное, что бросается в глаза, это новая светло-коричневая отделка. Центральная консоль у Exit VX прямо-таки вызывает ассоциации с MBUX Hyperscreen от Mercedes-Benz. Это не просто экран, а целый блок из 3 дисплеев. 2 из них имеют диагональ по 12 и 3 дюйма, а вот главный экран на 15 и 6 дюйма. Система оснащена чипом Qualcomm Snapdragon 8155. Что касается центрального тоннеля, то он тоже претерпел изменения. Например, сдвижной шторки больше нет, и подстаканники с площадкой для беспроводной зарядки теперь на виду. Блок кнопок сдвинули вперед, что на самом деле добавляет удобства и делает управление более интуитивным. Гибридный VX в Китае предлагает 2 уровня оснащения для 6- и 7-местной версии. Уже в базовой версии вас встретит светодиодная оптика, панорамная крыша, а также объединенная цифровая приборная панель и мультимедийная система с 3 экранами. Передние звукоизолированные окна – все для максимального погружения в современный стиль жизни. 3-зонный климат-контроль, подогрев руля и передних сидений, а также аудиосистема с 23 динамиками Lion Melody от Cherry. Дополнительные плюшки – камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль и система автоматического торможения и удержания полосы. А если хотите что-то еще более крутое, то за дополнительную плату получите систему распознавания лиц, проекционный дисплей, 2-слойные задние окна, массажные кресла с вентиляцией и усовершенствованную систему очистки воздуха. Гибридный Exit VX уже доступен для заказа в Китае. Цены стартуют от 28 700 до 32 тысяч долларов, что, согласитесь, звучит более чем адекватно. Особенно если учесть, что дореформенные бензиновые версии стоят от 26,5 до тех же 32 тысяч. То есть, по сути, за те же деньги вы получаете кроссовер с гибридной начинкой и всеми вытекающими преимуществами. Спасибо, что посмотрели наше видео. Нам важно ваше мнение, поэтому не стесняйтесь делиться своими мыслями в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в центре автомобильных новинок и не пропустить новые видео. Ваши лайки и подписки – это то, что вдохновляет нас создавать еще более интересный и полезный контент для вас. Оставайтесь с нами и давайте вместе следить за всеми актуальными событиями в мире автомобилей.